Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами самым вкусным и быстрым рецептом приготовления песочного печенья. Для этого нам понадобится 100 грамм сахара, 80 миллилитров растительного масла, одно яйцо и один желток, 300 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин или ванильный сахар. Сначала мы разбиваем яички и кладем их в чистую миску. Затем немного их взбиваем, чтобы получилась однородная масса. Добавляем к яичкам сахар. И чайную ложку ванильного сахара или пол чайной ложки ванилина. По желанию можно добавить щепотку соли. Все снова перемешиваем. И вливаем растительное масло. Затем все перемешиваем. К сожалению, на моем телефоне закончилась память, и я не смогла показать вам, как я добавляла муку. Но здесь нет ничего сложного. Просеянную муку постепенно добавляем в нашу смесь. Сначала 1/3 муки, а затем добавляем разрыхлитель, после чего уже добавляем оставшуюся муку. Когда станет сложно венчиком размешивать, будем размешивать лопаткой. Когда уже и лопаткой сложно размешивать, начинаем мять тесто руками. Тесто не должно прилипать к рукам, поэтому мы добавляем еще муки. Разминаем, но все равно недостаточно муки, добавляем еще. Возможно, у вас получится даже меньше муки, чем надо, а может и даже больше. Вот такой консистенции должно получиться тесто, чем-то напоминает пластилин. Теперь самое интересное. Начинаем раскатывать тесто. После этого нам необходимо разрезать его на 4 равные части. Берем одну часть и раскатываем ее в длинный жгут. То же самое необходимо проделать и с оставшимися частями. Складываем их вместе и начинаем разрезать их на маленькие бруски. Примерно так. Вы, конечно, можете сделать и другой формы. Затем отделяем их друг от друга, чтобы они не прилипали. Вот такие смешные бруски у нас получились, похожи чем-то на ириски. Начинаем выкладывать их на противень. Положите фольгу или пергаментную бумагу. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. И вы только посмотрите, какие красивые печеньки у нас получились. От них такой божественный аромат, а готовится из самых простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой. А можно также посыпать и сахарной пудрой. Выглядит, кстати, очень красиво. В таком виде можно подать к чаю гостям или же даже подарить кому-нибудь печеньки в отдельном пакетике. Готовятся, конечно, эти печеньки быстро, но съедаются они еще быстрее. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно.